Как выбрать маркерную краску для стен? С появлением детей разрисованные стены становятся обычным явлением у молодых родителей. Поэтому умные люди придумали удобное изобретение, с помощью которого на стенах могут рисовать не только дети, но и взрослые. Специальные маркерные краски дают возможность рисовать на стенах, не нанося им вреда. Кроме того, существует множество позитивных отзывов от людей, работающих в офисах, ресторанах, барах или конференц-залах, касающихся этого вида краски. Понятие маркерной продукции. Для начала давайте разберемся, что такое маркерная краска. Это материал на основе эпоксидных смол, полиуретана или акрила. При полном высыхании поверхность приобретает твердость и гладкость, подобную до маркерной доски, на которой можно наносить рисунки маркером, фломастером или чем-то другим. При желании нарисованное творчество без проблем стирается. Возможно, вы задаете себе вопрос, а зачем нужна маркерная краска, если можно приобрести обычную доску? На это существует три причины. С появлением детей у молодых родителей появляются рисунки на стенах, и сколько бы вы ни старались объяснить ребенку, что граффити в доме не лучшее занятие, рано или поздно художество где-нибудь проявится. Забирать талант у ребенка не стоит. Поверьте, рисовать по покрашенным маркерной краской стенам ему понравится. И вам это будет дешевле, чем переклеивать обои. Поверхность, покрашенная маркерной краской для стен, сможет служить отличным экраном для проектора. Такая стена понравится вашим гостям, которые могут оставлять там свои пожелания и автографы. Маркерная поверхность подойдет для рисования на ней различных напоминаний или станет нужной вещью в вашем кабинете или мастерской. Ниже мы рассмотрим три вида такого материала, которые помогут вам больше узнать об интересных и необычных красках. Магнитная краска. Как мы увидели из названия, данный материал интересен тем, что в составе имеются металлические частицы, благодаря которым к поверхности притягивается магнит. Магнитная доска получается темно-серого цвета, поэтому зачастую после высыхания ее окрашивают каким-то другим цветом. Многие поверх магнитной краски наносят еще грифельную или маркерную, для того чтобы магнит без проблем приставал к стене. Нанести нужно около 4 слоев. Каждый слой должен сохнуть как минимум 5 часов. Перед нанесением магнитной краски поверхность должна быть идеально ровной и полностью обезжиренной. Если после нанесения магнитной краски вы планируете ее дополнительно покрасить маркерной, то нанесенный материал следует хорошо затереть наждачной бумагой. После этого нужно покрыть стену грунтовкой. Важно, чтобы слой грунта не был слишком толстым, ведь тогда можно ослабить магнитные свойства доски. Грифельная краска. Изначально такой материал применялся для реставрации старых школьных досок, но вполне возможно использовать грифельную доску для покрытия оштукатуренных стен на дерево, пластик или металл. После высыхания поверхность будет иметь черный матовый цвет. Примечательно, что грифельные краски достаточно стойкие перед химическими нагрузками и не токсичны, что позволяет их использовать и в детских комнатах. Маркерная краска. Большинство людей не хотят, чтобы их дети или они сами пачкали руки мелом. И это неудивительно, ведь в доме это не наилучшая вещь, поэтому отличной альтернативой грифельной доски прослужит маркерная. Хотя стоимость такого материала достаточно высокая, компенсируется это гарантией на 10 лет от производителя. Такая краска на стену для маркеров станет отличным дополнением в детской комнате. Цветовой выбор покрытия небольшой, белый и прозрачный, но зато прозрачный цвет можно нанести на любую вашу уже окрашенную стену или какой-нибудь предмет. Очень важно, чтобы поверхность, которую вы планируете красить маркерной краской, была без сколов и царапин. В противном случае при рисовании маркер будет попадать в углубление и его будет трудно стереть. Совет. Рисовать по доске, покрытой маркерной краской, можно только маркерами на водной основе. Перманентными маркерами пользоваться нельзя. Многие крупные компании используют маркерные краски
для получения комфортных условий работы креативных сотрудников и повышения общей продуктивности в своих офисах. Ведь поверхность с таким покрытием просто незаменима для коллективов, которым важно в творческом процессе своевременно отобразить и донести информацию коллегам, вести обсуждение проектов, набрасывать свежие идеи и строить далеко идущие планы, при этом не ограничиваясь размерами обычных досок. Магнитные и грифельные краски для кухни. Такие материалы идеально подойдут для вашей кухни, создавая уют и непревзойденную обстановку. Эти материалы не боятся влаги и воды. Окрасив стену такой краской в черный цвет, вы создаете отличный фон для различных рисунков или для записи рецептов для приготовления пищи. Благодаря магнитной основе на кухне можно поместить фотографии близких людей, важные напоминания или осуществить какие-то другие задумки. Совет: если вы планируете нанести на магнитную краску какие-то светлые цвета, то она должна быть тоже светлого оттенка. В противном случае это может повлиять на цвет. Магнитные и грифельные краски для детской комнаты. Как мы уже читали выше, часто родители сталкиваются с проблемой рисованных стен. В этом вам могут помочь магнитно-грифельные краски. Благодаря такому материалу детская будет иметь уникальный вид, а ребенок вместо планшета или компьютера найдет себе занятий поинтересней. При выборе цвета для детской комнаты обратите внимание на более светлые тона. Такие цвета, как голубой, зеленый или желтый, отлично подойдут для этого. Даже когда ребенок подрастет, ему будет интересно подвешивать на магниты какие-то фотографии или плакаты, не повреждая стен. Как самостоятельно сделать краску с такими свойствами? Отделочные материалы с уникальными свойствами имеют высокую цену. Чтобы немного сэкономить, можно сделать грифельную краску или магнитную самостоятельно. На это не понадобится много времени и усилий. Для создания грифельного покрытия нужны такие компоненты: акриловая краска 1 литр, цемент 8 столовых ложек. Компоненты нужно тщательно перемешать, чтобы цемент равномерно распределился по акриловому составу. Затем готовое покрытие нанести на стены с помощью валика. Для улучшения стойкости поверхности окрашивают в 2 слоя. Сохнет акриловый состав с цементом дольше обычного. В целом, до полного застывания проходит не более 80 часов. Магнитная краска своими руками создается с помощью таких компонентов. Металлическая крошка. Нужно использовать стальную пыль, так как она хорошо притягивается к магнитам. Можно собрать крошку после работы мелкозернистого точильного круга или болгарки. Чтобы избежать неровностей покрытия, стальную пыль следует просеять и удалить все крупные крошки. Основа из лакокрасочных материалов. Можно использовать акриловую краску любого оттенка или бесцветный лак, в зависимости от индивидуальных предпочтений и потребностей. Металлическую крошку смешивают с любым лакокрасочным материалом до однородной массы и наносят на предварительно подготовленную поверхность. В зависимости от количества использованной стальной крошки нужно покрывать стену в 2 или 3 раза. Чтобы избежать попадания микрочастиц металла в глаза и легкие, обязательно используйте респиратор и защитные очки. В емкости необходимо смешать 1 часть цемента, столько же металлической пыли и 10 частей краски. Все тщательно перемешать до получения однородной массы. На этом процесс изготовления краски с магнитными свойствами закончен. Правильный уход. Стереть с маркерной поверхности рисунок или надпись легко, но важно, чтобы надпись маркером не оставалась больше 24 часов. В противном случае стирать нужно специальным составом, который продается вместе с краской. При использовании рисунков на поверхности маркерной доски делайте это осторожно, без особого применения силы. Используйте для вытирания обычную салфетку или губку. В качестве раствора для очистки доски используйте обычный мыльный раствор. При применении абразивных веществ можно поцарапать поверхность. Даже если вы всегда вытираете покрашенную маркерной или грифельной краской поверхность, важно регулярно мыть ее моющим средством, для того, чтобы не потерялся первоначальный внешний вид. Заключение. Как мы увидели из этой статьи, с помощью фантазии можно сделать действительно красивые вещи, которые будут интересны вам и вашим детям. Магнитная краска для стен вам в этом поможет.